Привет, друзья! Народный артист Федор Добронравов – творческий человек, которого волнует не только судьба российского искусства, театра, кино, но и многие социальные проблемы. Всероссийскую популярность Федору Викторовичу принесла роль Ивана Будько в сериале «Сваты» и участие в юмористической передаче «6 кадров». Творческая деятельность приносит неплохие доходы актеру. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Федор Добронравов и сколько он зарабатывает. Актер театра и кино, певец Федор Викторович Добронравов родился в Таганроге 11 сентября 1961 года в простой советской семье. В молодости Добронравов мечтал стать клоуном, даже ставил цирковые номера в летнем театре в Таганроге. Парень понимал, что для поступления в цирковое училище нужна отменная физическая подготовка. Он усиленно занимался спортом – баскетбол, бокс, волейбол, прыжки в воду. После окончания школы Федор поехал в Москву с целью поступить в цирковое училище. Но реализации мечты помешало то, что Федор не отслужил в рядах советской армии, поэтому ему предложили повторить попытку через пару лет. Будущий актер провел эти 2 года в воздушно-десантных войсках. По возвращению в родной город Федор не сразу связал жизнь с творчеством, а устроился на завод слесарем-сборщиком. Артист сменил много профессий – электрик, наладчик оборудования и даже дворник. В Таганроге Добронравов активно участвовал в провинциальной самодеятельности. С друзьями поставил знаменитую рок-оперу «Жажда над ручьем». Он также 2 раза пытался поступить в цирковое училище, но обе попытки не увенчались успехом. Не получив желаемого результата, будущий актер поехал поступать в Воронежский институт искусства, куда был зачислен с 1-го раза. После окончания института выпускника приглашают в молодежный театр, на сцене которого он выступал на протяжении 2 лет. В личной жизни Федор однолюб. С женой Ириной актер вместе больше 30 лет, а познакомились они в Таганроге во Дворце культуры. Девушка посещала танцевальный кружок. Супруга по образованию воспитатель детского сада. Сначала сидела дома с маленькими детьми, а потом пошла работать. Добронравов признателен жене за то, что годами терпела его увлеченность творчеством. Когда семья уходила на второй план, напоминала, чтобы не забывал о тех, кто ждет дома. Сыновья артиста пошли по стопам отца и стали актерами. Виктора Добронравова зрители знают по ролям в картинах «Не родись красивой», «Горюнов», «Чужая кровь». Иван Добронравов известен благодаря фильму Андрея Звягинцева «Возвращение», а также сериалу «Кадетство». По просьбе отца младший сын прекратил работу в этом проекте из-за сложного периода учебы в Щукинском училище. Федор следит за карьерой сыновей. Он присутствовал на съемках фильма «Возвращение» во время работы над опасными эпизодами. В 2010 году Иван стал лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Перемирие». Актер трижды стал дедушкой. В 2010 году у него родилась внучка Варвара, спустя 6 лет – Василиса. Девочке – дочери Виктора. Информация о рождении дочки у Ивана в 2018 году просочилась в прессу спустя 6 месяцев. Случайно в интервью проговорился старший брат. Значимым событием, которое изменило карьеру Добронравова, стал приезд Аркадия Райкина в Воронеж. Мэтр заметил талантливого актера и сразу пригласил в свой театр «Сатирикон». Здесь артист служил 13 лет. Театр дал Федору самое главное – опыт. Добронравов выступал на одной сцене с Евгением Евстигнеевым, Татьяной Васильевой и Николаем Волковым. В этот же период Федор начал пробовать силы в кино. За выдающийся вклад в развитие кинематографа России Федора Добронравова наградили почетным званием народного артиста. До этого в 2002 году он получил звание заслуженного артиста. В 2012 году актер поучаствовал в съемках популярного телевизионного проекта «Две звезды». Вместе с Леонидом Агутиным и стал победителем 4-го сезона шоу. В 2013 году Федор снялся в полнометражной комедии «Братья по обмену», где сыграл сразу 2 главные роли. Осенью того же года состоялась премьера картины режиссера Эдуарда Радзюкевича «Все включено 2», где артист снялся вместе с Мариной Александровой, Сергеем Буруновым, Андреем Кайковым и другими. В 2014 году вышло продолжение картины «Братья по обмену 2», где актер вернулся к роли близнецов.
Но несмотря на многочисленные роли в кино, всенародная любовь и признание пришли к актеру в 2008 году, когда Федор начал сниматься в сериале «Сваты» в роли Ивана Будько. Роль его жены исполнила Татьяна Кравченко. Образы родственников со стороны зятя достались Анатолию Васильеву и Людмиле Артемьевой. Конфликты и примирения ради будущего детей сватов из разных сословий, простых деревенских работяг и интеллигентов из научной среды захватили внимание телезрителей. Сваты пытались понять и наладить доверительные отношения со старшей внучкой Евгенией, роль которой на протяжении сериала исполнили аж 3 актрисы – Ульяна Иващенко, Софья Стеценко и Анна Кошмал. Эту ленту так тепло приняли зрители, что историю продлили на 6 сезонов и 4 специальных. Новогодние сваты, сваты у плиты и другие. Добронравов также исполнил известную песню «Там, где клен шумит» и спел ряд финальных и заставочных композиций соло и вместе с Анной Кошмал. Премьерные показы сериала «Сваты» выходили на телеканалах Интер 1+1, Россия-1, Беларусь-1. В разные сезоны сериал продавали в Казахстан, Молдову, Латвию, Литву, Эстонию, Израиль и Болгарию. Летом 2017 года стартовали съемки 7-го сезона. Выход этого сезона постоянно откладывается, но теперь сериал обещают точно показать. В конце июня 2020 года актер покинул театр сатиры, где служил с 2003 года. Теперь же у него появилось больше времени на съемки в кино, антрепризы, творческие вечера, из которых складывается основной его заработок. По информации собеседника, со ссылкой на сайт госзакупок, за одну двухчасовую встречу со зрителем он получает 500 тысяч рублей. За съемочный день ему ориентировочно платят 200 тысяч рублей. Общий доход артиста позволяет ему иметь роскошный дом в Подмосковье Ромашково, путешествовать по интересным местам и оставаться скромным человеком, близким к народу и с отличным чувством юмора. В Подмосковье у Добронравова есть коттедж белого и светло-серого цвета, где он отдыхает и восстанавливается после работы. В 57 лет у Федора Добронравова случился инсульт. Восстанавливать здоровье он отправился на любимую дачу. У загородного особняка есть крыльцо, дом окружен зелеными лужайками. Никаких грядок здесь нет. На свою дачу семья Добронравовых предпочитает приезжать на отдых, а не на работу. Рядом с коттеджем построены баня с бассейном, качели и детские лестницы для внуков Федора. Установленный домик для игр и батут. Семья актера разделяет любовь Добронравова отдыхать на природе. Поэтому всегда с радостью приезжает в загородный дом, чтобы полежать на траве, посидеть на крыльце и погулять в лесу. В доме артиста всегда много людей. Московские друзья семьи часто недоумевают от обилия гостей в их квартире, на что Добронравов с изумлением отвечает: «Да что вы, это же кумовья, племянники, двоюродные братья и сестры». Федор занимается бизнесом. Он учредитель продюсерского центра, художественный руководитель программы «В кругу семьи». Организация была создана в 2016 году и занимается съемкой кино, постановкой спектаклей, организацией творческих вечеров артиста. Добронравов сам почти не интересуется финансовой стороной бизнеса, больше вкладывается в творческую составляющую. Миссия организации – создать пропаганду, направленную на возрождение семьи. В целях – выход страны из демографического кризиса, ориентация на доброту, верность, воспитание детей в мире и согласии. Бюджетом и его распределением занимаются доверенные лица актера, с которыми он знаком уже более 30 лет. Дебютную картину «Жили-были» сняли в 2017 году в Ленинградской области. Опыта на продюсерской стезе у Федора Викторовича не было. Первые шаги давались непросто, благо помогли знакомые. В съемках участвовали местные жители деревни, которые весьма положительно отреагировали на появление съемочной группы. Пронзительный сценарий Добронравов сравнивает с кинофильмом «Любовь и голуби», надеясь, что этот фильм также полюбится зрителю. Сам Федор считает, что в стране перестали делать кино на все времена. Слишком много плохих новостей, боевиков и блокбастеров. Задача центра – создать продукт, который надолго останется в памяти людей, как это было с советскими фильмами. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.